Вот здесь я заостряю ваше внимание, потому что здесь сложновато будет. Значит, седьмую завитушку я вяжу и дошла до того момента, когда мне нужно вот сюда прикрепиться. Вывязала 2 воздушные петли и прикрепляемся. Вот здесь у нас 3 столбика с 2 накидами. Так, прикрепляемся. Вот эту часть мы с вами связали. Прикрепились. Довязываем 2 воздушные. Уходим внутрь и выходим наружу. 1, 2. Провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Вяжем полную арку. 1, 2, 3, 4, 5. Поворачиваемся. Вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Подошла я к этой арке. Вывязываю 2 воздушные. 1, 2. Арок у нас свободных нет. Но мы же должны провязать столбик без накида в ту арку, где у нас столбик с 2 накидами последний. Вот их 3. И сюда мы должны столбик без накида провязать. Вот мы его и провяжем сюда, столбик без накида. Довязываем 2 воздушные, уходим внутрь и выходим наружу. Вяжем полную арку. Вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Дошли мы до этой арки. Вывязываем 2 воздушные петли и вяжем столбик без накида в арку, где столбик с 2 накидами. 2 воздушные. 1, 2. И вот здесь мы начинали. Вот у меня шов. Вот 3 столбика с 2 накидами. И вот в эту первую арку мы должны провязать столбик без накида. 2 воздушные и поворачиваемся. Вяжем 5 воздушек. 1, 2, 3, 4, 5. Повернулись. 4 столбика. 1, 2, 3,
4. Дошли мы до этого места, и по идее мы должны были бы связать 3 столбика с 2 накидами. Но мы их уже вязали. Вот они у нас уже есть. Значит, мы должны провязать только половину арки и в это место соединить. Вот сюда будем делать соединение. По идее-то мы должны вот эту часть вязать. Но она у нас уже связана в самом начале. Значит, вывязываем 2 воздушные. И просто к этой арке прикрепляемся или в середину. Ну, я в середину прикреплюсь. Столбик без накида. Довязываем арку 1, 2. Поворачиваемся. 1, 2, 3, 4. Как я вам раньше говорила, после того, как провяжем вот это соединение, где 3 столбика, мы должны уйти внутрь и связать вот эту часть. Вот мы сейчас сюда и подошли. Вывязываем 2 воздушки и точно так же собираем арки. 1, 2, 3, 4. И провязываем. Довязываем 2 воздушные. 1, 2. Поворачиваемся. Вяжем столбики. Так, соединение мы с вами это сделали. Вышли наружу. Вот мы наружу вышли. Вот сюда. И мы должны эту арку соединить с противоположной. Вяжем 2 воздушные. И соединяем с противоположной аркой. То есть мы соединяем уже шапку. 1, 2. Вяжем столбики. После этого соединения у нас идет вот такое соединение арок. Ну, это уже просто. 1, 2. Соединяем. Довязываем арку. 2 воздушные. Поворачиваемся. Вяжем 4 столбика. Один. Два.
4. Провязали 4 столбика. Вяжем 2 воздушные петли и соединяем с последней противоположной аркой. Довязываем 2 воздушки, поворачиваемся. Вот видите, у нас идет соединение. Один, два и соединяем. 1, 2, повернулись. 1, 2, 3, 4. Но у нас вот в начале было 3 арки свободных. Значит, мы идем еще раз и соединяемся с последней аркой, чтобы у нас оставалось по 2. Как и везде, 2 арки. Как и на схеме, 2 арки. Один, два, три, 4, 5. Вяжем 4 столбика и соединяем с этой аркой. Один, два. И вот последней аркой соединяем. Довязываем 2 воздушные. 1, 2. Повернулись. Вяжем 4 столбика. Ну вот так уже выглядит. Теперь мы здесь должны сделать загиб. У нас по внешнему краю должно быть, как я уже говорила, 2 арки свободных. Вот после этого соединения нужно провязать 2 свободные арки. Вяжем самостоятельно. Вот я снаружи. После соединения, вот после этого, провязываю только 2 арки. Вот они. Будьте внимательны. Подошла к этой же стороне. Вывязываю 2 воздушки. 1, 2. И вот здесь, опять здесь. Смотрите внимательно. Вот у нас начало, 3 арки. Вот сюда мы должны попасть. Но не перекрутите. Вытяните петлю. Так. Вот так сложите лицевыми сторонами. И снизу заходим. И соединяем. Провязываем 2 воздушные. И поворачиваемся сюда. И вяжем столбики.
Довязали. Вот у нас 4 арки. Вот здесь мы находимся. Мы их должны соединить. Вывязываем 2 воздушные и собираем их. И протягиваем. Довязываем 2 воздушные. 1, 2. Значит, обратите внимание, чтобы у вас здесь не перекрутилось в соединении. И вот у нас получается 2 арки свободных здесь и 2 осталось здесь. Было 3. И мы должны соединить самым началом. Причем соединять нужно с изнаночной стороны. Вот эта нитка у нас на лице, поэтому рабочая. Поэтому вы ее протяните внутрь. Вот она у нас внутри. По-другому не получается. И теперь соединяем накид. Вот здесь мы вязали столбики. Вот сюда и вяжем столбик. Не заканчиваем. Берем эту часть. Захожу под одну петлю. И вот здесь под вторую. И протягиваем. Опять накид. Раз, два, три. Вот заходим в следующий столбик. Провязываем накид. С этой стороны под эту петлю и под эту. И протягиваем накид. Под следующий столбик. Вытянули, провязали накид. Здесь заходим. Протянули накид. Так, и под последний столбик вытянули, протянули через накид. И здесь под петлю одну и под вторую. И протянули. И закрепили. Все.
Мы с вами соединили. И считаем. Вот здесь мы соединили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все на месте. Нитку отрезаем и закрепляем. Вот и часть шапочки готова. Так, теперь что хочу сказать. Вот смотрите. Вот здесь описание. Они вязали крючком номер 1. Это очень тонкий крючок. Я вязала 1,5 миллиметра. И вот этим маленьким крючком они провязали 3 ряда тесьмы. Вот здесь на картинке видно, что 3 ряда. И шляпа получилась на 56 размер. Поэтому, если вы вяжете на ребенка маленького, вы столько не вяжите. В смысле, вы можете провязать 3 ряда, но увеличивать арки таким образом не стоит, потому что их будет много, 36 штук. И шляпа для ребенка, ну, сами понимаете, 56 размер связан единицей. Не пойдет. Поэтому что лучше сделать? Можно вязать 3-й ряд, но вот эти двойные делать не через одну арку, а, допустим, через 2 или через 3. Но нужно рассчитать так, чтобы у вас по внешнему краю этих арок было такое количество, которое делится на 3. Почему на 3? Потому что тулья вяжется, раппорт, 3 арки. 1, 2, 3. Вот это учитывайте обязательно. Для тех, кому, допустим, покажется сложным вязать этот узор, можно вязать, ну там вы по донышку рассчитаете, и можно вязать тулью обычной тесьмой. Не таким узором, а обычной тесьмой. Несколько рядов. Ну, там у вас каждый ряд придется нитку обрезать и следующую обвязку, следующий ряд опять вязать заново. Ну, а мы с вами переходим вот к этой части. Это тоже относится к тулье, как я говорила. Вот, будем вязать ее. Вот этот ряд здесь на схеме. После вот этого зигзага вот один ряд. Это вот этот. Итак, начинаем делать с вами по тулье вот эту полосу. Вот я уже набрала петли, провязала 4 столбика, и вот у меня первая арка. Эта арка будет вот здесь внизу. И вот теперь вяжу вот эту арку. Набираю 2 воздушные петли, половину арки. И столбиком без накида прикрепляюсь к первой свободной арке.
Так, берем нашу шапочку, смотрим, где у нас зад. Вот у меня швы здесь проходят. И вот к этой арке прикрепляемся с изнаночной стороны. Столбиком без накида. Провязываем 2 воздушные, половину арки. Уходим наружу и возвращаемся сюда. Вяжем полную арку. 1, 2, 3, 4, 5. Четыре столбика. Вяжем 2 воздушные петли и столбиком без накида соединяем со следующей свободной аркой. Вот здесь не перекрутите. Один, два. Довязываем половину арки. Уходим наружу и вяжем вот до этой арки. Дошли мы до этой арки, вывязываем 2 воздушные петли, вяжем столбик с накидом в предыдущую арку. Вот здесь мы были. Провязываем только накид. Из этой же арки вяжем столбик с 2 накидами в соединение. Вот у нас соединение. Набираем 2 накида. Вот сюда в центр. Провязываем накиды. Провязываем 2 петли от столбиков. И заканчиваем. Довязываем половину арки и уходим наружу и сюда. Полная арка. 1, 2, 3, 4, 5. Вывязываем половину арки. И в это соединение вяжем столбик с 2 накидами, в следующую арку столбик с 1 накидом. 2 воздушные.
соединение вяжем столбик с 2 накидами. Провязываем только накиды, не заканчиваем. Накид и в следующую арку столбик с 1 накидом. Провязываем 2 петли и 2 петли. Довязываем половину арки, 2 воздушные. Вот мы ее провязали. Уходим наружу и внутрь. Провязываем половину арки и вяжем столбик без накида, где у нас прикреплен столбик. Один, два. Вот арка, где у нас прикреплен столбик. И вот сюда вяжем столбик без накида. И заканчиваем арку. Вот и все. И опять в следующую арку столбик без накида. А из этой арки вяжем столбик с накидом в эту же арку и столбик с 2 накидами вот в это соединение. Заканчиваю я обвязку. Мы с вами начинали вот с этой арки и провязывали столбик без накида. Вот он. И сейчас я нахожусь вот здесь. Значит, я должна провязать столбик с 2 накидами вот сюда в соединение и столбик с 1 накидом в первую арку. Набираю 2 воздушные петли, половину арки. 1, 2. Вот это соединение. Сюда провязываем столбик с 2 накидами. Тут смотрите, кому как удобнее. Либо так заходить, либо прям в центр. Вот так можно. Провязываем столбик не до конца. Набираем 1 накид. И вот эта арка первая. Вот сюда мы должны провязать столбик с 1 накидом. Вывязываем 2 воздушные петли. Выворачиваем наизнанку и сшиваем, как обычно. Заходим в столбики, провязываем накид. И заходим в начало вязания, чтобы петля не вытянулась. Я вот так беру и провязываем. В принципе, я вам это уже показывала. Ну и вот так на данный момент у меня получается.
Не забудьте еще, когда будем стирать, крахмалить, будем растягивать. Поэтому смотрите, вязать ли вам еще одну полоску здесь или нет. Если вы надумаете вязать здесь еще одну такую тесьму, то вы ее вяжете по прямой. Вот так, без добавления, то есть арка в арку вяжете, без всяких изменений. И теперь перейдем к полям. Вот эту часть вязать не нужно. Мы ее связали только что. Это вот эта полоса. А вяжем уже вот с этой части. И далее смотрите, сколько вам полосок нужно. Обратите внимание, что это взрослая шляпа. Здесь 1, 2, 3, 4 полосы. А вы уже ориентируйтесь, сколько нужно вам. На что хочу обратить внимание, потому что поля я уже не буду с вами вязать, тут уже легко. Значит, вот к этой полоске, вот она, вы в одну арку вяжете 2 раза соединение, 2 арки, потом 2 пропускаете, то есть 1 в 1 вяжете, потом опять 2 в 1 арку, 2 арки по 1. В следующем ряду в центральную арку вяжем 2. Потом у вас получится 3 арки 1 в 1. Потом опять вот здесь в центре, ну, у вас будет 1 арка здесь такая, но вы ориентируйтесь, где у вас двойное соединение. Вяжем опять 2. За счет этого, чтобы в одном месте были вот эти двойные арки, у вас получится вот такой зигзаг. То есть волна. Вот они, волны. Вот волны у вас будут за счет того, что вы в арку, в центральную вяжете 2 арки. В следующем у вас будет 4 арки, 1 в 1, и в центральную, в эту, 2 арки. Так, ну что ж, продолжим. Смотрим на схему. У нее здесь провязано 1, 2, 3, 4. 4 ряда полей тесьмой. Я провязала только 3 ряда. Вот 1, 2, 3. 4 не стала вязать, потому что уже много. Так, и здесь я соединила эту тесьму. Дальше. Здесь написано: шляпу жестко накрахмалить и высушить на форме. Вы можете накрахмалить, как они пишут. Я же решила воспользоваться ригелином. Многие уже, наверное, знают, что это такое. Вставляется в поля для жесткости. Он есть черный и белый. По крайней мере, мне такие попадались цвета. У меня здесь 5 жил. 1, 2, 3, 4, 5. Эти жилы разрезаются ножницами. Между жилами разрезаете. И затем
Так, где-то у меня было. Вот начало. Вот. Вот они у меня уже разрезаны. И затем вытягиваете. Сейчас покажу как. Так. Разрезаем аккуратно, чтобы не повредить жилу. Так, ну дальше не буду. Вот. И так отрезаете, сколько вам нужно. Вторая жила свободно уже будет выдергиваться. Значит, рекомендую, что побольше отрезать. Берем жилу. Вы ее отсюда не отрезайте, потому что вы не знаете, сколько вам понадобится. Ригелин продается в магазинах рукоделия. Я выставлю фотографию, покажу, как он на коробке пишется. Потому что не все продавцы знают, что такое ригелин. Есть ригелин немножко другой, тоненький, он для юбок. Вот у меня есть ригелин двух цветов, который можно использовать для платьев, юбок. Если вы вяжете ярусами, рюши, оборки и хотите, чтобы они жесткие были, вот такой ригелин есть. Значит, он бывает разных цветов и разной ширины. Я брала белый и брала красный. Ширина у них, как вы видите, разная. Брала для одного проекта, но так и не нашла время его осуществить. Так, вот здесь я остановилась. Теперь по столбику мы должны пройти в арку. Значит, кто-то крахмалит, я буду вшивать ригелин, ввязывать. Петлями перехода или соединительными столбиками переходим в центр арки. Вот здесь в арке соединительные петли провязать не получится. Поэтому провязываем столбик без накида. Один и второй. Далее берем жилу. Оставляем хвост, потому что можно нечаянно выдернуть. Теперь провязываем столбик без накида в арку и под ригелин, под жилу. Вывязываем 3 воздушные. 1, 2, 3. И вяжем пико. Пико вяжите, как вы привыкли. Я вяжу вот так. Сюда захожу. И протягиваем. Теперь между арками провязываем под ригелин 1, 2, 3, 4,
5. Что хочу сказать по поводу ригелина. Значит, ригелин вот такой ломаный не используйте, иначе у вас поля будут не пойми какие. Вот это вот нельзя. Надо, чтобы он был весь ровный. Кстати, его можно выпрямить точно так же, как и леску на спицах, то есть в очень горячую воду, в кипяток. И можно распрямить. Практически я закончила вязать шляпу. Обвязала ригелин. Значит, что делаем дальше? Видите, какой у меня хвост длинный оставлен? Теперь вы должны аккуратно, чтобы не выскочил этот хвост, распределить, растянуть и придать форму. Ну вот, растянула я на нужную мне длину по ригелину. Вот такую форму придала. Вы можете другую, какая вам понравится. Главное, чтобы нравилось вам. Дальше переходим назад к шляпе. И маркером отмечаем, ну, сколько тут? Сантиметра полтора. На ригелине вот здесь 1,5 сантиметра. И вот здесь, где начало. Так, на одном хвосте и на втором. Я уже это в одной шляпе показывала. Ну вот так примерно. Значит, еще раз рассказываю. После того, как вы полям придали форму, отмечаем маркером начало, прям возле нитки практически, на одном конце и на втором, и сантиметра полтора еще отмечаем. И вот теперь можно отрезать. Смотрите, чтобы они не убежали у вас. Теперь стягиваем. Снимаем маркер. И распускаем. Немного вот можно распустить. Так, стянуть. Вот, освободили концы ригелина. Теперь берем термоусадочные трубки. Это для электриков. Кто с электрикой занимается, они знают. Они недорогие, разных цветов, продаются там, где электротовары. Лучше всего брать прозрачную. Так, берем трубку. Так, надеваем на один конец ригелина. Отрезаем. И вставляем второй конец. Вот по этим меткам, что мы отмечали. Теперь берем фен, включаем на самый горячий. Что хотелось бы сказать по поводу формы полей. Смотрите,
Вот здесь я вязала 5 столбиков без накида и пико из 3 воздушных петель. Если вы хотите, чтобы у вас поля были широкие, закрученные, значит, вам здесь нужно вязать не 5, а 6 или 7 столбиков без накида. И тогда у вас поля будут вот такие. Если у вас девочка маленькая, сидит в коляске, то когда находится она в коляске, вот эта часть полей будет ей мешать. Поэтому я считаю, что поля лучше вязать вот до уха. Вяжется эта тесьма укороченными рядами. То есть у вас будет шляпка типа а-ля капор. Вот. И вот эту заднюю часть полей вы не вяжете. То есть у вас будет только вот перед. Если вязать по 4 или по 3, вот здесь столбика без накида, вы когда растянете как положено, то у вас поля пойдут вниз. Ну, вы экспериментируйте. Вот я для этой шляпы, сначала провязала по 6 столбиков. Мне не понравилось. Я провязала по 5. Вот, форма другая совсем получается. Более ровная, без волны. А когда у вас будет по 6 или по 7 столбиков, у вас поля пойдут волной. Что хотелось бы сказать по поводу этой шляпы из тулипа. Значит, если вы надумаете из нее вязать, вот я вязала просто обычной тесьмой, брюкским кружевом. Видите? У меня тульи здесь такой фигурной нету. Значит, здесь я вязала по 6 столбиков без накида, 6. И растянула по их количеству. И вот такая волна пошла. Что я хочу сказать по поводу этой пряжи. Вы, когда свяжете, будете гладить утюгом, с лицевой стороны не гладьте. Гладьте с изнаночной. Тогда эта нитка блеск не потеряет. Либо через тряпку какую-то, марлю, либо есть подошва к утюгам. Вот. Но с лицевой стороны не гладьте, только с изнаночной. Может случиться так, что вы связали, все нормально, постирали, а эта часть, окончание тулья, растянулась у вас. Вот эта часть растянулась. Для этого что можно сделать? Берем иголку, ну, может, не такая толстая. И вот есть нитки спандекс. Это резинка. Подберите под свой цвет и с внутренней стороны, и желательно проложить так, чтобы не выглядывала нитка. Ну, я считаю, что лучше всего прокладывать вот не в первый столбик и не в крайний, а вот сюда. И вот так по кругу пройдете.
И еще один раз. Ну, может быть, у кого-то получится и по крайним столбикам, чтоб не видно было. Вот. Эта нитка вас выручит. Ну и теперь я вам покажу, как я прячу хвосты ниток. Значит, здесь я закончила и протянула нитку по арке. Теперь заходим в такие места, чтобы можно было подклеить, чтобы не видно было. Так. Это пока оставляю. И дальше. Вот так. В принципе, я уже показывала, как подклеивать. Теперь берем клей текстильный, любой, какой у вас есть. Берем зубочистку. И смазываем тот край, который будем прятать. И теперь затягиваем. И обрезаем. Ну вот и закончила я вязать шляпу брюкским кружевом. Значит, этот узор я вам объясняла полностью. Ну, а эту из тулипа решила связать брюкской тесьмой, без всяких излишеств. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.